Кодеков aptX, aptX HD и LDAC нет. Мультипоинта, как у OnePlus Bullets 2, тоже нет. Защиты от воды почти нет. IPX2 больше на шутку похоже. Громкость хорошая, но недостаточная, и нужно ее выкручивать еще и на ушах. При этом на высокой громкости звук превращается в кашу. Работа MBM режима хлам, лучше уж тогда покупать за 20 тысяч AirPods Pro. Звуковод маленький. Звук как из бочки, много лишнего глухого баса, как с Hi-Res плеера, так и с телефонами, что я тестировал. Микрофоны средние, ближе к хорошим. Амбушюры ужасные. Нет приложения на iOS. Проблемы с автопаузой. Датчик приближения глючит. Космическая цена и просто огромные размеры. Хотя это лично мое мнение. Но 140 баксов, Карл. Tube 392, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь в моем очередном ультрабыстром и емком обзоре я расскажу вам о моих новых наушниках Galaxy Buds 2019 года. Единственная причина, по которой я потратил свои кровные 8800 рублей за наушники с такими характеристиками и размерами, это просьба моих подписчиков. И сегодня не будет хейта чистой воды. Это от того, что в наушниках есть свои плюсы, хотя их довольно мало по моим меркам. Кстати, кто не подписан, подписываемся с колокольчиком, и не забывайте лайк. На канале море полезных обзоров, стримы раз в неделю и самый душевный телеграм-канал без рекламы. Перед обзором сразу скажу, если вы получили эти наушники в подарок при покупке телефона или вам их подарили, лучше не смотрите этот обзор, на халяву, как говорится, уксус сладкий. А эти наушники, если за них не платить, просто отличные. И вы никогда не задавались вопросом, почему в каждом городе об их продаже с рук просто море предложений. На Юле и на Авито. И продают в основном практически новые модели. Думаю, задумывались. Хотя хорошего про них я тоже сегодня много чего скажу. А теперь тезисно о самых лучших самсунговских беспроводных внутриканальных наушниках 2019 года. И да, я в курсе, что других у Samsung не было. Samsung Galaxy Buds. Коробка мне понравилась. Яркая, цветастая, все блестит. А главное, стильно и довольно необычно. Особенно круто, что здесь даже комплектность указали. И максимально удивительно требования к сопрягаемым устройствам. Хотя надпись АКГ здесь больше выглядит как вызов, а не на указание их достоинств. Если бы Samsung их не выкупили, я не думаю, что АКГ под этими наушниками бы дал оставить свою надпись. Хотя кто теперь узнает. Как указано на упаковке, комплект здесь амбушюры, кабель USB Type-C для зарядки бокса и документация, которую я настоятельно рекомендую прочитать для тех, кто решит эти наушники купить. Плюшек в этих наушниках много, но все настраивается под каждого пользователя отдельно в программе. Для начала обращу ваше внимание на способы зарядки бокса данных наушников. Их два. По кабелю Type-C и второй способ от беспроводной зарядки. Хоть от телефона по Power Delivery заряжайте, хоть от обычной беспроводной зарядки, как делаю я. Заряжается бокс довольно быстро. Емкость у него на 252 мАч. Хватает на полтора заряда наушников. В ушах, кстати, по 58 мАч в каждом. В итоге на 80% громкости уши играют у меня около 5 часов 30 минут. В сумме с боксом на практике выходит около 13 часов проигрывания музыки при полностью заряженных ушах. На боксе есть индикатор заряда, как и на наушниках. Вес одного наушника 5,5 грамм, вес бокса без наушников 40 грамм. Футляр размером 26,5 на 70 на 38,8 мм. Размеры наушников 19,2 на 17,5 на 22,5 мм. И да, это сильно, особенно с наушниками. Если футляр у нас очень маленький, то наушники очень большие. Bluetooth версии 5.0 по моим меркам довольно заметный рассинхрон с YouTube около 0,2 секунд. Притом со всеми устройствами. Играть в них вообще невозможно. Но единственное, смартфона от Samsung у меня нет. А у этих наушников есть специальный кодек Samsung Scalable Code, помимо стандартных AAC и SBC. И как я говорил в начале, лучших по своим характеристикам кодеков aptX и aptX HD в них нет. Конечно же, и LDAC тоже нет. И это для меня крайне печально. Именно в этом я вижу причину такой задержки звука. Притом тестировал я их с OnePlus 7T Pro и с Redmi Note 7 и с Redmi Note 8 Pro, а также с 7-м айфоном и ноутбуком. Везде одна и та же история. Наверное, нужно купить телефон Samsung для тестов, но у меня его нет. Хотя не так часто они и производят наушники, чтобы на него тратиться. По боксу одной рукой без проблем бокс открывается. В открытом состоянии из него наушники вылетают на ура. В закрытом вытряхнуть их довольно сложно, но можно. Беспроводная зарядка работает без проблем даже на дешевых зарядках. Радует, что есть 4 цвета на выбор: сливки, оникс, цитрус, перламутр. На борту акселерометр, инфракрасный датчик, сенсорная панель. Датчик приближения в целом работает хорошо, так же как и сенсор, но не идеально и, конечно, значительно хуже, чем в AirPods. На пальцах вынимаете наушник из уха, воспроизведение встает на паузу. Вставляете наушник обратно, воспроизведение продолжается. Для настройки ушей на телефоне нужно установить две программы. Повторяю, что на iOS системах на
данный момент программы нет. Аудиопрозрачность, как заявленная здесь функция, становится отдельной печалью. Трансляция окружающих звуков при прослушивании музыки крайне сомнительно реализована в этих ушах. Кратко, окружающий мир вам будет слышно, но вот поговорить вам однозначно в этих наушниках не удастся, даже при активации этой функции. Подключаются наушники просто моментально со всеми девайсами, но функции мультиподключения, как OnePlus Bullets 2, здесь нет, и за эти деньги это довольно печально. Отдельно, по моим меркам, огромный минус здесь это звук. Я понимаю, что Samsung купила АКГ, и одно упоминание их бренда на боксе зарядки должно вызывать у нас просто трепет, но вот не вызывает никак. И дело здесь чисто в конструкции. Мало того, что звуковод здесь просто минимальных размеров, и получается, что наушники просто полузатычки, вроде гибриды, а вроде бы и нет. Так еще и нестандартный амбушюр, который вроде и помогает делать так, чтобы у вас в ушах не скапливалась сера, но оставляет для прохождения звука коридор диаметром всего около 2 мм. Какая-то конструкция антизвук получается. Понятно, что они делали это для упора на низкие частоты, но вот по мне получилось довольно бездумно. Хотя король-то голый, мало кто крикнет, особенно когда выложит за них 140 баксов. Отдельный трэш здесь защита от воды, IPX2. И да, я тоже не знал, что она может считаться нормальной для спортивных наушников. Защита от брызг, капли до 3 мм диаметром, если капли попадают с отклонением по 15 градусов от вертикальной оси внешней стороны наушников. Вот как-то так. Правый наушник здесь главный, разряжается быстрее именно он. На смартфонах Samsung есть еще и анимация. Если не подключается анимация на Samsung, нужно поставить программу SmartThings. Шумоподавления здесь нет. Быстрой беспроводной зарядки кейса здесь нет. В каждом наушнике есть по 2 микрофона, соответственно, можно их использовать по одному. По мне, визуально они выглядят больше, чем даже Meizu Pop. В наушники помещаются удобно, но я привыкнуть не смог, хотя они и не вылетают. Под шапкой наушники не мешают. Микрофоны работают неплохо, вот вам пример использования. Пример работы микрофонов Samsung Galaxy Buds. Довольно много машин, ветер. Если вы хорошо слышите, значит микрофоны здесь отрабатывают неплохо. Пример работы наушников Samsung Galaxy Buds 2019 года в помещении. В помещении работают, конечно, просто шикарно. Можно сказать, что если человеку звонишь с них в помещении, человек не слышит разницы, что с телефона разговаривать, что с этих наушников. Для подобной формы затычек это довольно крутые микрофоны. По функциям тапов. Назначить все можно в программе. Занесли на них уменьшение и увеличение громкости звука, которое можно подключить без проблем. Отдельно хочется поблагодарить разработчиков программы. Все более чем достойно, притом инженеры исправно выгружают на наушники новое обновление. Обрывов или помех в местах с большим количеством Wi-Fi сетей я не заметил. В то же время через 2 стены у меня наушники не ловят, максимум через одну. И как только подходишь к Wi-Fi роутеру, начинаются помехи, но это прямо вплотную, если подойти. Пластик у ушей глянцевый, у бокса матовый, все максимального качества. На Али, кстати, появились их копии по адекватной цене. Если вам интересен обзор на них, пишите в комментариях, закажу, расскажу. Оригиналы на Али тоже стоят дешевле, если брать китайскую версию. По ссылке в описании к видео эти наушники немного дешевле $100 с беспроводной зарядкой. Хотя бы я не рисковал покупать такой девайс на Алиэкспрессе. Резюмировать сегодня совсем не просто, как кажется. Если вычеркнуть звучание, которое точно не назвать классически правильным, и допустить, что цена наушников станет до $70, можно советовать их однозначно. Но она ведь не опустится. С другой стороны, наушники проигрывают музыку, конечно, лучше, чем вкладыши AirPods. Притом имеют неплохой по моим меркам микрофон. Хотя по форме и объему мне лично ближе все-таки AirPods. И это однозначно. В итоге советовать могу одно. Если решитесь их покупать, зайдите в сертифицированный магазин. Протрите витринный образец влажной салфеткой, примерьте и попросите друга или подругу снять вас на телефон. Потом посмотрите, как они выглядят в ваших ушах, и идите дальше выбирать себе достойные уши с чувством исполненного долга. Что больше вам подойдет для звука и будет меньше по объему? Redmi AirDots или Halo GT2. Все имеет цену до 1000 рублей. Что взять для переговоров? Huawei FreeBuds 2 или AirPods. Samsung просто закушались. И это не только мое мнение. Понятно, что небольшим блогерам тратить 140 баксов на то, чтобы критиковать товар, очень накладно. Я надеюсь получить от вас заслуженный лайк за честность. Хотя логично, что мое мнение субъективное. Я допускаю, что где-то я ошибся. Но характеристики товара, как я говорил в начале обзора, говорят сами за себя. И без меня. И да, я согласен, что очень легко делать быстрые обзоры, когда нет задачи продать или разрекламировать. Тем более, когда здесь такой продукт. Пишем, что еще из топового ходового купить для обзора. С чем не согласны или у кого остались какие вопросы, тоже пишем в комментариях, отвечу всем. Подписывайтесь с колокольчиком, девайс сюда или нет, Польза.нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.